Создать отличный фантастический сериал – задача непростая. Нужно сразу зацепить зрителя, поддержать интерес за счет героев и сюжета, а в конце выдать достойную развязку. Многие шоу, даже культовые, не справились с этим испытанием. Тот же «Остаться в живых» или «Сосны» начинались как сенсация, но теряли темп и путались в своих же идеях ближе к финалу. Тем не менее, есть исключения. Фантастические сериалы, которые держали планку до самого финала. Их истории были цельными, персонажи живыми, а концовка оставила зрителей довольными. Некоторые даже завершились на самом пике, не успев испортиться. Но в этой подборке не только уже полностью завершенные шоу, есть и несколько продолжающихся, которые пока не разочаровали ни на старте, ни в новых сезонах. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня лучшие фантастические сериалы, идеальные от начала до конца. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Утопия». В центре культового британского сериала графический роман, который раскрывает секреты тайной организации «Сеть» и ее зловещие планы, и становится причиной череды жестоких убийств. Немногие знают о существовании утопии, и, возможно, не зря. Все, кто слишком глубоко вникает в ее содержание, долго не живут. Обычные люди, объединенные общим интересом ко второму тому загадочного комикса, оказываются втянуты в смертельно опасную игру. Теперь им нужно не только выжить, но и разобраться, кто за всем этим стоит. Сразу предупреждаю, «Утопия» сериал довольно жесткий. Это фантастика, мрачный взгляд на теории заговора и возможные механизмы тотального контроля, которые, кстати, теоретически, но могут существовать в любом государстве современного мира. Стриминг от Amazon снял и американскую адаптацию, но если хочется по-настоящему атмосферного и бескомпромиссного зрелища, лучше выбрать оригинальную британскую версию. «Укрытие» переносит нас в мир будущего, где остатки человечества вынуждены жить глубоко под землей. Здесь, в гигантском подземном комплексе из 144 уровней, люди пытаются построить новую цивилизацию, отрезанную от разрушенного и, как утверждают власти, смертельно опасного внешнего мира. Но насколько правдивы эти утверждения? Главная героиня, инженер Джулиет Николс, не привыкла слепо следовать правилам. Она начинает задавать вопросы и вскоре понимает, что официальная версия событий не выдерживает проверки. Тайны множатся, атмосфера становится все напряженнее, а жизнь под землей оказывается не такой уж безопасной. Этот сериал уникален. Здесь есть детектив, научная фантастика и глубокая драма. Несмотря на ограниченное пространство, история ощущается масштабной, а визуальная часть погружает в атмосферу клаустрофобии и тревоги. Если вам нравятся интригующие загадки, мощная актерская игра и напряженный сюжет, «Укрытие» стоит добавить в список обязательных к просмотру. «Темное дитя». Кризис идентичности – штука неприятная, но у главной героини этого сериала он принимает совершенно иной масштаб. Сара, мошенница, живущая за счет чужих возможностей, случайно становится свидетельницей гибели женщины, которая выглядит в точности как она. Решив выдать себя за погибшую, она вскоре узнает, что она и ее жизнь не такие уж уникальные. Главное, что делает сериал таким выдающимся, потрясающая игра Татьяны Маслани. Ей удается воплощать сразу несколько абсолютно разных личностей, переключаясь между ними с невероятной легкостью. Благодаря этому «Темное дитя» не просто цепляет, а буквально заставляет забыть, что всех этих героинь играет один человек. Сериал хорошо балансирует между драмой и фантастикой, удерживая интригу на протяжении всех 5 сезонов. А талант Маслани не остался незамеченным. За свою работу она получила Эмми за лучшую женскую роль в драматическом сериале. Кстати, многие пропустили, но в 2024-м история получила продолжение в виде спин-оффа «Темное дитя. Отголоски», где главную роль исполнила Кристен Риттер. Звездный крейсер «Галактика». Человечество на грани вымирания. Внезапная атака сайлонов, разумных машин, когда-то созданных людьми, уничтожает практически всю цивилизацию. Немногие уцелевшие бегут в глубины космоса на флоте кораблей, возглавляемом старым, но надежным звездным крейсером. Их цель — найти новый дом. Но есть одна проблема, враг уже среди них. Сайлоны теперь выглядят как люди, и никто не знает, кому можно доверять. Эта версия звездного крейсера полностью переосмыслила оригинал 1978 года. Из легкого космического приключения сериал превратился в мрачную, напряженную драму о войне, страхе и выборе между моралью и выживанием. Постоянное чувство опасности, когда под угрозой находится каждый, делает шоу невероятно увлекательным. Несмотря на споры вокруг финала, сериал вошел в историю как один из величайших научно-фантастических проектов на ТВ. Его влияние ощущается до сих пор. Многие считают, что «Галактика» задала новый стандарт для жанра. «Хранители». HBO удалось невозможное – взять культовый графический роман и не просто адаптировать его, а создать нечто совершенно новое, сохранив при этом дух и атмосферу оригинала. Действие разворачивается спустя десятилетия после событий комикса, но все так же строится вокруг вопроса власти, морали и правды. В центре сюжета Анджела Абар, детектив из Талсы, который оказывается втянута в заговор после загадочной смерти начальника. Сериал пишет новую историю, добавляет к ней социально-политический контекст, не забывая про визуальную подачу, проработанный сценарий и
отличных актеров. Создатели шоу Дэймон Линделов изначально задумывал историю как единое целое и отстоял свое видение, отказавшись от второго сезона, чтобы оставить сюжет завершенным. И, пожалуй, это было правильное решение. Сериал получился цельным, глубоким и по-настоящему запоминающимся. Разделение. Что если бы работа и личная жизнь существовали отдельно друг от друга? В мире разделения это реальность. Компания Lumen Industries предлагает сотрудникам уникальную процедуру. Их сознание разделяют на две части. Одна существует только на работе, другая только за ее пределами. В результате рабочая версия человека не знает ничего о жизни вне офиса, а домашняя о том, что происходит в стенах корпорации. Главный герой Марк соглашается на эту процедуру, но вскоре начинает сомневаться, насколько она безопасна. Чем глубже он погружается в загадки Люман, тем больше вопросов возникает. Сериал держит в напряжении с первых минут. Сочетая в себе элементы триллера, сатиры и научной фантастики, он исследует в том числе темы корпоративного контроля и личной свободы. Здесь нет прямолинейных ответов, но есть атмосфера, которая завораживает, путает в загадках и не отпускает. Адам Скотт выдает, пожалуй, лучшую роль в своей карьере, а режиссер Бен Стиллер умело нагнетает тревогу, создавая один из самых интригующих сериалов современности. «Светлячок». Смесь научной фантастики и классического вестерна рассказывает о приключениях экипажа корабля Serenity, который бороздит просторы галактики в поисках работы, зачастую выходя за рамки закона. Под командованием бывшего солдата Малькольма Рейнольдса команда пытается выжить в мире, где победила не их сторона. Сериал предлагает харизматичных персонажей, фирменный юмор Джосса Уидона и уникальный визуал. К сожалению, из-за неудачного тайм-слота и решений канала Fox «Светлячок» был закрыт после первого сезона. Но, возможно, именно короткая жизнь сделала его культовым. Он не успел потерять блеск и шарм. Финал истории был показан в фильме «Миссия Serenity», но он же причинил и немало боли фанатам своими трагическими событиями. «Вавилон 5». В отличие от многих других шоу, которые часто строятся на отдельных эпизодах, он с самого начала был задуман как цельная история с тщательно выстроенным повествованием на несколько сезонов вперед. Сюжет разворачивается на космической станции Вавилон 5, которая служит нейтральной территорией для переговоров между различными галактическими расами. После кровопролитной войны человечество и другие цивилизации пытаются найти путь к мирному сосуществованию, но древние силы, политика и личные амбиции усложняют эту задачу. Создатель сериала взял рискованный курс. В 90-е зрители были привычны к форматам, где шоу было эпизодическим, а серии можно было смотреть в разнобой. Но не в этот раз. «Вавилон 5» требовал внимательного просмотра, так как все события были тесно связаны между собой. Это был сериал, который требовал преданности, но и щедро вознаграждал тех, кто оставался с ним до конца. К пятому сезону шоу уже имело культовый статус, а его влияние на свежие проекты жанра чувствуется и сегодня. «Звездные войны. Войны клонов». Да, это анимационный сериал, и он стал редким случаем, когда качество не только не уступило фильмам, но со временем даже превзошло их. «Войны клонов» заполняют пробел между событиями атаки клонов и мести ситхов, раскрывая сложные взаимоотношения между героями и усиливая драму приближающейся трагедии. История сосредоточена на молодом Энакине Скайуокере, его подавании Асоки Тано и Оби-Ване Кеноби, которые ведут войну против сепаратистов и их лидеров, в том числе таинственного Дарта Сидиуса. В отличие от приквела, сериал уделяет гораздо больше внимания развитию персонажей, показывая постепенное падение Энакина и становление Асоки как одной из самых любимых героинь вселенной. Поначалу сериал предлагал зрителям отдельные истории о сражениях, однако позже «Войны клонов» превратились в захватывающую, глубокую эпопею. Финальный сезон, вышедший спустя годы после завершения основного, был встречен восторгом фанатов и критиков, закрепив статус «Войн клонов» как одного из лучших произведений по «Звездным войнам» в целом. Обязательный к просмотру сериал для всех, кто хочет увидеть эту вселенную во всей ее сложности и красоте. И завершает сегодняшнюю подборку «Пространство». Созданный по мотивам серии романов, сериал — сложная, захватывающая история, которая объединяет научную достоверность, политические интриги, межзвездные конфликты и глубокую проработку персонажей. Событие происходит в будущем, когда человечество расселилось по всей Солнечной системе, а напряжение между Землей, Марсом и поясом астероидов грозит перерасти в полномасштабную войну. На этом фоне экипаж небольшого корабля «Росинант» оказывается втянут в опасный заговор, последствия которого могут изменить судьбу всей цивилизации. Один из главных плюсов «Пространства» — внимание к реалистичности. Гравитация, маневры кораблей и даже политические нюансы — все выглядит убедительно и продуманно. Вместе с этим сериал не забывает о личных историях героев. За 6 сезонов «Пространство» показало, каким должен быть умный и напряженный научно-фантастический сериал, сумевший объединить эпичность «Вавилона 5» и реализм «Гравитации» или «Интерстеллара». Этот сериал не просто заслуживает просмотра, он один из лучших в своем жанре за все время.
На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. Ссылки на мои соцсети найдете в закрепленном комменте. Буду вас ждать. И до встречи в следующем видео. Пока.